Ну что, моя любимая серия ноутбуков Predator. И это Acer Predator 1871 2024 года модель. И купил я его конкретно для себя. Вот такой вот красавец, 18-дюймовый, на процессоре Intel Core i9 14900HX. Вот такой вот действительно красивый, модный, мощный. При этом он есть в разных конфигурациях. Я конкретно брал на RTX 4060 на GeForce, хотя есть он на 4070. 4070 это вообще базово мощный. Я брал немножко подешевле, мне под бюджет я брал. Но это невероятно классная штука, которую, честно вам скажу, загрузить какими-то современными играми достаточно тяжело. Потому что я практически во все игры играю на максимальных настройках. Хотя я его брал конкретно, наверное, не для игр больше, а для пакета программ Adobe. Я работаю в Adobe Premiere, Adobe Illustrator, еще там некоторые моменты. И, честно говоря, даже для 3D-моделирования в некоторых моментах подходит. Слушайте, в общем-то, на канале Технозон вот такая вот крутая штука. Поехали. Ну что, по дизайну? А ну, Лиса, показывай. Сначала, смотрите, вот первое, что бросается в глаза, смотрите, вот эта вот вставочка под стеклом. Neo, это, конечно же, Predator Helios Neo. Смотрите, просто вот красиво. Вот эта штука, она светится. Ну, сейчас, я не знаю, сможем ее завести или... Засветилась? Да. Все, отлично. У нас также светится клавиатура. Смотрите, ну сейчас она у меня желто-синяя под флаг моей страны. Это я, честно говоря, уже там потом вам в настройках покажу, как это настраивается. У нас есть традиционная кнопочка переключения режимов. Покажи, пожалуйста, поближе. И тачпад. Тачпад здесь просто нереальный. Он больше, чем в среднем у ноутбуков. И при этом он реально работает просто-напросто отлично. Давайте добавим рабочий стол вот вам сразу. То есть он работает идеально. Он работает, вот, ну, не побоюсь, это, в принципе, обзор-то мой. Не побоюсь вам сказать про конкурентов. Имеется в виду, это... Вот у меня создается ощущение, что это Apple'овский тачпад. У Apple действительно хороший тачпад, я не буду отрицать этого. Но то, что сделали Acer на игровой серии, у меня есть игровые ноутбуки других производителей, и там, во-первых, он меньше, хотя и чувствительный, но он не такой прикольный. Здесь вот попробуй материал, вот холодный, знаешь, что такое вот приятный, понимаешь? То есть это классный тачпад с поддержкой жестов совсем. То есть, ну блин, ну это класс. Это действительно класс. Что у нас есть на бочках? Давайте посмотрим. Ну, слушайте, на бочках. Вы посмотрите сначала на вот этот вот 18-дюймовый экран. Углы обзорчика. То есть у нас с поддержкой Dolby Vision 165 Гц 3 миллисекунды. Этот конкретно экран, это у нас Full HD. Да, на 4070 видеокарте там будет побольше разрешения, но это не Full HD, это даже Full HD+, здесь 1900 на 1200. То есть соотношение сторон 16:10. В 4070 версии разрешение побольше. Мы сейчас вообще будем рассматривать характеристики, что-то нам пишет на сайте производителя, но я говорю конкретно про этот и топлю, откровенно говоря, про этот, потому что загрузить его действительно тяжело. Я только Full HD геймингом балуюсь, скажем так. Теперь по интерфейсам. Лиса показывает. 2,5 гигабитный порт. У нас есть вот здесь USB 3, microSD картридер, выход под гарнитурку, наушнички 3.5, охладитель, ну здесь у нас радиаторы выглядывают. С этой стороны у нас тоже два порта USB 3, отверстие под замок Кенсингтона, есть опять же отверстие под радиатор, там где радиатор. Сзади у нас тоже выводы тепла. И также у нас есть HDMI, 2 USB Type-C 3.2 с поддержкой DisplayPort, еще и с быстрой зарядкой. Его можно заряжать через простой зарядник. Вот, пожалуйста. У нас есть его традиционный зарядник, я бы сказал такой кирпичао, на 19,5 вольт, 16,9 ампер, 330 ватт. Нифига себе, 330 ватт. И вот здесь вот я подсоединяю обычно вот в этот вот правый, вот в правый вот этот вот зарядник, под Power Delivery 100 ватт. Да, у вас не будет реализован заряд на полную мощность, именно для того, чтобы нам на нем играть нормально, с дискретной видеокартой. Это, конечно, еще тот вариант. Но то, что вы сможете на нем работать или просто зарядить от него, это факт. Слушайте, верхняя крышка у нас металл.
Это однозначно металл. Красиво, кстати, у нас даже в комплекте. Смотрите, какие у нас есть наклеечки. Planet 9GG, Good Look. Ну, такие фирменные наклейки. Predator. Не знаю, куда их налеплю. Можно сюда, конечно, но нет. А на ноут лепить сюда что-то будет очень нехорошо. Теперь по тому, что у нас внутри. У нас, показывай ближе, мы видим два диффузора под вентиляторы. Под крышкой, сейчас вы видите вставку, у нас есть два места под M2 NVMe SSD. Стоит у нас M2 NVMe от Hynix. У нас под кожухом жестяным стоят две планки памяти по 16 гигабайт, тоже Hynix, кстати, которые работают в двухканальном режиме DDR5, либо в четырехканальном sub DDR5 по 32 бита. И что мы сделали? Мы сделали следующее. Я его немножечко под себя доделывал. Я вам объясню. Здесь стоят сетевые интерфейсы, которые доработанный киллер. То есть здесь стоит киллер Wi-Fi 6E изначально из коробки. И стоит сетевой модуль на LAN RJ45, который тоже киллер. Но что мы сделали? Я себе поменял этот модуль на Intel BE200, Wi-Fi 7 на 320 МГц с поддержкой 6 ГГц, потому что на Wi-Fi 7 я обычно где-то работаю. Играть на Wi-Fi я не собирался, поэтому я изначально киллер модуль отсюда убрал. Но если я играю, конечно же, на LAN RJ45 2,5 гигабитный, у меня есть 2,5 гигабита на работе, либо дома у меня есть 2 гигабитных линии, которые по 802.3 ID протоколу соединяются в один канал 2 гигабита. И там уже я реализую через киллер интерфейс приоритизацию игрового трафика конкретно с этого компьютера. Wi-Fi 7 сделал. На Wi-Fi 7 в максимальном варианте на роутерах, которые поддерживают Wi-Fi 7 с 6 ГГц и 320 МГц, он спокойно тянет 2,5 гигабита через Wi-Fi. И я доставил еще один M2 NVMe SSD Kingston Fury на 1 терабайт. В принципе, если у вас есть 2 терабайтника M2 SSD, то вы можете сделать в RAID 0 2 терабайтный, который будет работать со скоростью практически почти в 2 раза выше, чем простой один SSD-шник. Хотя здесь SSD-шник неплохой, 7000 мегабайт в секунду на чтение. На запись я хотел бы больше, я вам сразу говорю, я буду его немного и критиковать. И критика моя ляжет на звук. Хотя звук здесь классный, чистый, обалденный. Ну вот не хватило мне саба какого-то. Вот знаете, как делают сабовые басовые динамики, еще дополнительный басовый. Он бы сюда бы вписался, ну просто идеально. Звук неплох, но не дотягивает. Не дотягивает. Я бы хотел намного лучше. Я же говорю, у меня есть опыт работы с игровыми ноутбуками разных фирм. И в частности у меня он не один ноутбук. Теперь немножко поговорим про то, что заявляет нам производитель, конкретно что у нас стоит. Кстати, когда я поставил SSD-шнички, у нас, вы видите тоже вставку, сверху у нас на крышке уже расположены радиаторы и расположены термоинтерфейс. Очень-очень удобно. Слушайте, ну мы на сайте фирменном Predator Helios Neo 18. О чем тут можно говорить? О том, что сразу же делается у нас упорство NVIDIA 11, Intel Core i9, игра без компромиссов, i9 14900 HX, до процессора i9 14900 HX, сейчас посмотрим варианты, до 24 ядер и до 5,8 ГГц. Максимальная частота в режиме турбо. Кстати, в режиме турбо мы действительно 5,8 достигали, как бы видели, на этом останавливаться не будем. RTX для искусственного интеллекта. Объясню. Дело в том, что да, у данного процессора нет модулей NPU искусственного интеллекта. Но открою вам секрет. Дело в том, что RTX изначально и тензорные ядра, которые есть в самих видеокартах, они намного быстрее и эффективнее, чем, допустим, NPU от Intel отдельные. Да? NPU от Intel в каких-то Intel Core Ultra процессах их ставят в основном там, где на встройке, на графике, на арке, либо на Iris работают. А здесь у нас, смотрите, до NVIDIA GeForce RTX 4070. И здесь скорость для искусственного интеллекта 321 тераопс. Чтобы вы понимали, в NPU от Intel максимально, что видел, там 50-58 тераопс. Дальше. У нас здесь есть, видите, искусственный интеллект для игр, искусственный интеллект для создания контента, искусственный интеллект для развлечений. И тут уж я согласен. Почему? Потому что я искусственным интеллектом пользуюсь уже давно. Генерация картинок, генерация видео, генерация звука, перевод. Короче, очень много всяких фишек делаю.
И в основном это все делаю на RTX. Дальше, поддержка DLSS 3-го уровня. Они тут про трассировку лучей, конечно же, заявляют. И у нас тут, а ну-ка, давайте... Про охлаждение, полный контроль, оптимизация с искусственным интеллектом. Так, теперь Copilot вообще. Acer Purified View. Это классная тема для работы с камерами на базе искусственного интеллекта, опять же, от Acer. И Acer Purified Voice 2.0, которая, кстати, еще на выставке Acer смотрел в Берлине. Классно работает, то есть голос, шумоподавление сумасшедшее. Тут 3 микрофона. Ну и, конечно же, обещают нам PC Game Pass от Xbox на 3 месяца при покупке данного ноутбука. Тут мы уже можем выбрать с вами различные размеры экрана. Тут 18 дюймов, черный, само собой он только черный. У меня версия 32, есть версии здесь на RTX 4060, либо на RTX 4070. Я выбирал RTX 4060, поэтому тут уж как бы не обессудьте, тут каждый для себя там выбирает все, что захочет. Конечно же, подсветка клавиатуры изначально входит. Какие варианты есть? Все они идут на Intel Core i9, нет, есть на Intel Core i7 14700 HX. На RTX 4070 есть у нас варианты, слушайте, в основном Intel Core i9 4060, либо Intel Core i9 4070. На Intel Core i7 я вижу один. А нет, вот еще есть. На Intel Core i7 14650, 16-ядерный на 4060. Но я брал конкретно на Intel Core i9. Вот мне вот проц вообще сам по себе обожаю этот процессор, именно потому что десктопная версия. Мы все знаем там какие есть моменты, а вот в мобильных версиях этих моментов нет. И везде 32 гигабайта памяти в основном. 16-гигабайтных в базе я не вижу. Да, не в принципе 16 гигабайтами и брать было бы неудобно. По поводу охлаждения, о котором они тут так усиленно пишут, по поводу экрана, сразу говорю, 18 дюймов, это у нас... Ну, в варианте 4070 это будет 2560 на 1600 с яркостью 500 нит. У нас, ну, конечно же, с технологией Acer ComfyView с поддержкой 240 Гц. В моем варианте это с поддержкой 165 Гц, 3 миллисекунды отклик и, конечно же, у нас еще и покрытие цветового пространства DCI-P3 100%. Подходит отлично для работы с графикой, с видео и со всем остальным. Это IPS-матрицы, как бы тут такое дело. В 16 в версии на 4060 у нас идет Full HD Plus экран 1900 на 1200. Ну и, кстати, да, тут в 1900 на 1200 там яркость экрана 300 нит, чтобы вы тоже понимали. А самое прикольное в этих экранах это поддержка G-Sync. Вот и все. По звуку DTS, ну здесь они, видите, как они здесь не акцентируют на звуке внимание, но звук у нас поддерживает DTS X Ultra Audio. И вообще я вам скажу, так как здесь очень классный стоит SNR DAC, то есть аналого-цифровой преобразователь, то лучше его, конечно же, использовать с наушниками через 3.5. По поводу охлаждения. Охлаждение здесь 5-го поколения Aeroblade, 3D технология, у них там своя конструктивная, очень классная. Нагрев в пределах нормы для этих процессов. Я весь процесс тестирования буду выводить накладочку с температурами процессора, с температурами видеокарты, и вам не стоит их пугаться, потому что они в максимуме могут быть намного выше, а здесь они еще держались в отличном, скажем так, в отличных показателях, потому что у меня есть разные ноутбуки, я вам уже говорил, я с разными ноутбуками работаю. Короче, ребят, переходим, наверное, с вами уже потестируем. Ну что, поняли, да, к тому же, что у нас здесь полноценный Thunderbolt 4, понимаете, то есть реализован Thunderbolt 4, кроме того, что они там заявляются на сайте, он действительно здесь есть, и можем подключать очень скоростные устройства. Это, кстати, очень-очень удобно. Само собой, HDMI 2.1, 2 монитора я еще дополнительно подключаю, у меня дома стоит, я вам тоже вот показываю вставочку, как это я работаю. Ну и, конечно же, не забываем про фишки искусственного интеллекта от Acer, правильнее говорить, это Purified Voice, Acer Purified Voice, это который у нас вот через искусственный интеллект он чистит голос, у него шумоподавление, многомикрофонное, и, конечно, Acer Purified View, это когда на веб-камере вы тоже можете управлять различными фишками искусственного интеллекта с помощью дополнительного ПО от Acer.
фактически. Но это очень все классно работает. Вот действительно, работоспособность данной машины, при условии того, что я когда-то использовал Acer Predator очень много лет. У меня был он еще на Core i9, на Core i5 9 поколения с RTX 2070. И тогда у меня было 16 гигов, DDR там 4, M2 какой-то диск там на 512 гигов. Я был счастливый, как не знаю кто. Слушайте, сейчас мы пойдем с вами потестируем, а потом уже будем делать выводы. Переходим. Ой, ну слушайте, но если начинать во что-то играть, то, конечно же, в Звездные войны. Как вы видите, сейчас 199-200 FPS, но вот это вот настройки, я вам сразу говорю, вот почему Звездные войны, я очень большой фанат, ну, если посмотреть на мою стену, да, если посмотреть на графику, то это средние настройки. Средние настройки еще и с NVIDIA DLSS 3, поэтому тут вот нужно понимать, если поставить высокие, да, вот, допустим, мы сейчас с вами поставим высокие, пойдем, то увидим 170-160, это именно с DLSS на 40-60. Не знаю, кто играл в эту игру, очень сильно советую, это прям вот топ-топ. Это Jedi Survival, и я вам скажу, я прям подвис. Я прошел первую часть именно про этого джедая, а потом сейчас жду Jedi Outlaws. Ну, скорее всего, на момент выхода, она вот закрыта с другой стороны, на момент выхода именно этого обзора уже, скорее всего, джедай выйдет. И будет очень интересно, на самом деле, поиграть. Если не играли, вот прям советую. Графика очень классная. На эпических, мне интересно, на эпических сейчас поставим. Давайте, графика Epic. Ой, полноэкранный, блин. Давайте эпические поставим настроечки. Но сразу говорю, это без трассировки лучей. Если включить трассировку лучей, тут будет все ой-ой-ой, как чуть-чуть по-другому, да, там. Сейчас тоже 153, 152, то есть оно опускается незначительно. А вот давайте сейчас с вами попробуем с трассировкой лучей. Для трассировки советую ставить высокие и включаем, давайте, трассировку лучей. Тут уже сразу у нас будет чуть другой FPS. И без DLSS поиграть будет иногда некомфортно. Сейчас 114-116 на высоких с трассировкой. Как мы видим, 90% у нас загрузка GPU, 80-90. И вот они у нас такие красивые. Я не знаю, кто не играл, вот просто советую. Вот просто советую. Я очень сильно по Звездным войнам заезжал. Ай-яй-яй-яй-яй. Да. Все. И сейчас нас в самую гущу. Давайте, поехали. Сейчас мы всех раскидаем. Ой, обожаю вообще. Слушайте, ну очень неплохие показатели. Высокие настройки с трассировкой лучей. Вот можно получать огромное удовольствие. На эпике с трассировкой лучей не поиграешь. И кто мне там доказывал, что вот почему ты там не взял 4070. Ну, ребят, специально для вас этот обзор. Я брал под свои нужды, имеется в виду для работы и иногда поиграть там, допустим, да, там. Поэтому очень достойно. Очень достойно. Не сильно шумно. Процессор у нас сейчас 84. Я специально вывел на ядро 80. То есть разница там в 3 градуса. И видеокарта 77 градусов. Для ноутбуков это абсолютно нормально. Сейчас мне мои фанаты напишут, что ах ты гад, что у тебя за рабочий стол, почему так много всякой гадости, я вам объясню. Это у меня облачный рабочий стол, просто он на других ноутбуках, тоже здесь видите, у нас видите такие вот значки, это вот синхронизация, поэтому ну, со всех ноутбуков у меня собрало этот весь мусор. Когда я включаю, настраиваю, у меня вот такая вот штука выходит. Не ругайте за это, ну так уж бывает. У кого-то в столе порядок, у кого-то на рабочем столе бардак. У меня как раз именно так. По центральному процессору, как мы видим, Intel Core i9 14900HX, это Raptor Lake HX, да, там 55 Вт, как они здесь заявляют. Это максимальный TDP, конечно же, на сокет 1700 LGA на ноутбучном. И тут поехали. Кэш третьего уровня 36 мегабайт. Само собой мы видим здесь даже частоту ядра. 8 высокопроизводительных ядер, 16 у нас энергоэффективных, 32 потока. Пожалуйста, при этом которые можно отключить еще и в BIOS энергоэффективные, но прироста производительности вам это не даст. По памяти у нас 32 гигабайта DDR5, двухканал, вообще, который работает в четырехканальном режиме X32, то есть каждая планка работает в двух субканалах по 32 бита. Это очень дает хороший прирост, как мы видим. У нас две планки SK Unix 5600. Слушайте, ну, в принципе, очень неплохо. Давайте по бенчам попробуем
попробуем центральный процессор. Для того, чтобы понимать, с чем, ну, конечно, с i9 13 поколения, 24 ядра, 32 потока глупо будет сравнивать, потому что тут изначально ядер и потоков меньше. Но вот AMD Ryzen 7950HX достаточно. 7950X, 16 ядер, 32 потока, десктопный, уже можно чего-то сравнить. В однопоточном режиме даже AMD проигрывает. А если брать 950, то он конкретно сливается. Именно конкретно сливается. Даже десктопный Intel Core i9 12900K сливается перед этим процессором, и это все-таки мобильный прос, а там 16 ядер, 24 потока. Это очень мощный процессор с очень действительно классными показателями. И в принципе такое нужно, знаете, где тестировать именно? В CPU Checkmate AIDA 64 давайте стартанем, и PhotoWorks. PhotoWorks вообще классно показывает возможности проца, потому что он работает здесь и с памятью совместно, и вот именно общая производительность системы можно будет в ней понимать. И мы здесь видим, что он обгоняет спокойно 16-ядерный Ryzen 9 3950, кстати, там своя фишка у этого проца была, 16 физических ядер, и практически чуть-чуть не достает до 24-ядерного Core i9 13900K. Ну, это вот серьезные показатели. То есть проц реально очень-очень мощный. А в PhotoWorks давайте попробуем. Тут он обгоняет спокойненько 16-ядерный Ryzen 9 7950X и не дотягивает до 24-ядерного Core i9 13900K. Вот прям вот они практически тютелька в тютельку идут. Пару там сот баллов отличается на десятках тысяч. Это очень-очень классно. Обгоняет Core i9 12900K на их конфигурациях. 16-ядерный Xeon E5 2670. 32-ядерный Ryzen Threadripper, кстати, 29900WX, это который еще первый. Ну, об остальных вообще говорить не приходится. То есть он в топах. Вот с этим я согласен. Теперь, стоит здесь 4060. Это был мой выбор. Я вам скажу, как и экран на 165 Гц. Это был тоже мой выбор и Full HD разрешение. Шины, ширина шины 128 бит, 8 гигов GDDR6 микрон. И тут вот, знаете, я вам скажу, у меня есть опыт работы с мобильными 3060, и хотя там вот многие говорят, ну, у 3060 192 бита ядра ширина шины. Ну так извините меня, там частоты меньше, и он поэтому и проигрывает в производительности даже 4060, вот в таком базовом варианте, не TI. Поэтому вот уже 4060 это будущее, с учетом поддержки DLSS третьего поколения, то есть это однозначно будущее. По поводу сетевых модулей. Сейчас у нас LAN RJ45, пожалуйста. Ну, у меня на отдачу будет меньше, чем 2,5 гигабита. У меня сервер, сейчас приемник стоит с ограничением в 1,5 гига. Поэтому там мы больше не получим. Но мне главное было на закачку увидеть. Пожалуйста, 2,5 гигабита работает. При том, что мы поменяли здесь конкретно вот этот вот киллер Wi-Fi 6E, мы его, ну там, который стоял, вот этот вот 1675, мы его поменяли на Intel. Давайте я сейчас отключу LAN RJ45, и вы посмотрите, какой у нас сейчас стоит Intel. Пожалуйста, Wi-Fi. У нас стоит Intel Wi-Fi BE 200 на 320 МГц ширины. Ну, сейчас он работает на 5 ГГц с коннектом 2,8. По скорости сети это будет, ну, там, пожалуйста, под 2 гигабита он таскает по Wi-Fi запросто. 1800, 1900 есть до 2 гигабит. Спокойно. На отдачу тоже будет 2 гигабита, но сейчас он максимум 1,5, 1,6 может быть получит из-за ограничения нашего сервера. 2,4 я уже не тестирую. Я вот, да ты что? Что-то там сервак у нас поднялся или что? 2,4 я вообще не тестирую на текущий момент, потому что для меня эта сеть уже мертва, и я ее использую только лишь для устройств умного дома. На 2,4 при текущем загрязнении сетей работать абсолютно невозможно. По поводу M2 SSD у нас первый диск это SK Unix, терабайтничек, NVMe Express 1.4, это вообще не вопрос. И у нас второй, ну, я влепил сюда Kingston Fury. Тоже терабайтник, специально для себя, у него нормальное состояние.
Он у меня некоторое время уже отработал на других, на карманах, на других вещах, скажем так. Давайте стартуем скорость чтения и скорость записи дисков. Давайте NVMe Express. И вы должны понимать, что сюда можно сделать, вот я сейчас стартую тест, сюда можно поставить, допустим, два одинаковых диска, одинакового объема и объединить их в RAID 0 и до 2 терабайт у нас будет максимально в RAID 0 и скорость чтения будет само собой в 2 раза выше. Поэтому мы вот ориентируемся, это на один диск, я показываю базовый тест. В RAID 0 я никогда для себя не загоняю, потому что у меня на втором обычно сохранены облака, на первом у меня там какие-то свои там системные файлы и игры некоторые, и некоторые приложения важные, они работают между друг другом, так для меня лучше. Хотя в RAID 0 тоже классная тема, очень-очень сильно убыстряет. Пожалуйста, фактические замеры скорость 7077 мегабайт в секунду. Это не путайте с мегабитами, мегабайт в секунду. На загрузочку, на запись 2,5, но заполнение уже половина. Тут тоже такой вариант. Чем больше заполняете, вы же понимаете, что заполнение будет сильно влиять на скорость. А вот на Kingston Fury у меня вот такие вот получились результаты: 6970 на 6046, 7 на 6095. Ну и, конечно же, куда же я без PUBG? PUBG это то, на чем я стримил раньше на Твиче. Слушайте, ну вообще отлично работает. Ух, игра без наушников, все как я люблю, без звука. На тестах это так, чтобы меня слили побыстрее. И, скорее всего, быстренько меня и сольют, потому что тут он летит со мной целая орда. Я даже слышать не буду, откуда они ко мне подберутся, гады. Но на текущем приземлении 160 FPS. Сейчас посмотрим, куда мы туда летим. Ну, давайте в школу, наверное. Не, это не школа вообще, это какое-то здание вообще левое. Ну давайте куда-то уже хотя бы приземлимся. Посмотрим, потому что сейчас меня тут натянут по самое не могу. Давай, давай, давай. И хоть что-то сейчас возьмем. И каска это было самое необходимое в текущих реалиях, да? Сейчас сольемся тихонечко. Не кипишуем, товарищи. Товарищи без кипиша. Короче, 150 FPS средняя это ультра. Сейчас меня сольют. 130, 120. Сейчас меня сольют, я вам покажу настроечки. 120 FPS. На самых-самых ультра. Единственное, я прикрутил растительность. Если кто не знает, когда играешь в PUBG, растительность очень сильно мешает. Блин, я без звука, капец, я даже не слышу никого. Да не надо мне озвучивать, а он вроде выглянуло только что одно чудо. Растительность мешает видеть далеко врагов. Ну, нет, тут никого не было. Я в шоке. А где они все? Короче, внутри здания 150, снаружи 130. Твою мать! Всем лежать, товарищи, всем лежать. Кто там, где там? Вот оно чудо, иди сюда. Есть еще один. В принципе-то своем можно выходить. Я уже свою миссию выполнил. Показал вам, скажем так, основные моменты. И все отлично работает. Ну, неплохо. Крайне неплохо. Вот и скажите мне, что на 4060 тут нельзя играть. Можно и даже нужно. Поинтереснее, чем мой 3060 старенький. Хотя у меня есть и 4090. Но 4090 это вот конкретно для 3D анимации. Вот там вот это все намного интереснее можно использовать. Для игр сильно шумно. А получить прирост в каких-то там, я не знаю, FPS там в 50 на мониторах, на маленьких, не вижу смысла. Слушайте, давайте 3D Mark посмотрим результаты тестирования. TimeSpy на 3D Mark у нас показывает 11672 балла. И вы знаете, это очень-очень неплохо. В том плане, что у меня есть с чем сравнивать. Я свой старый ноут на 3060 сейчас вам покажу. У меня он даже есть записанный. Вот это, кстати, мой на 4090. Ну, тут уж вы понимаете, цена не та абсолютно.
А вот мой 3060 на Ryzen 9 6900HX. И тут, конечно, я получил прирост и в графике, и в процессоре. В процессоре так вообще дофига получил прирост. Поэтому для меня смысл апгрейда был. Больше экран, вообще экран интересней. Но я вам скажу, это действительно разные платформы. И смотрите, Battlefield у нас в 2К 105 плюс FPS, Apex будут у нас 140 плюс, GTA 5 70 плюс, RDR 2 будет 45 плюс FPS, это в 2К конкретно, и в 2К Fortnite 60 плюс FPS обещают. А вот за что мне нравится Киберпанк, это за классные тесты. Мы сейчас ставим трассировка лучей, средние настройки, само собой с DLSS на автоматической настройке DLSS. Давайте запустим тест с высоким качеством текстуры, посмотрим, сколько данный ноутбук у нас вытянет. Ребят, ну 60 FPS, 60-61 на RTX, именно на конкретной трассировке лучей. Сейчас еще снаружи вылетим, 57-61, сейчас посмотрим потом на результаты. Средняя, низкая, но это просто охренительный результат. 60 FPS играть на Киберпанке, на ноутбуке, на среднебюджетном, а это именно средний бюджет игровых ноутбуков. Сейчас давайте снаружи посмотрим. Вылетаем. Вот она трассировочка. В лужах отражения, понимаете? Вот это все красиво. Все, и лучи сейчас солнца будут. Вот они, вот они. Это когда конкретно ты с трассировкой лучей. Пожалуйста, 68, 65. Прелесть. В Киберпанк спокойно можно поиграть. Я вам сейчас покажу, если вам вот важно, чтобы было больше 60 FPS, отключаем трассировку лучей, и вы будете удивлены. Сейчас посмотрите. А ну давайте. Сейчас уже конец теста. Смотрим. 64 среднее, 74 максимум, 56 у нас минимально. Это идеальный результат для игры конкретно. Давайте ставим просто высокое качество. Без трассировки лучей, и вот она у нас выключена, и конечно же ставим DLSS, смотрим в таком варианте, давайте, и посмотрим здесь уже FPS, и пожалуйста у нас на высоких настройках с DLSS 110 FPS без RTX, играйте больше 100 в Киберпанк, вы это можете на этом ноутбуке. Я не знаю, что еще тут надо. Давайте посмотрим чуть-чуть дальше. Вот на открытой местности 120 FPS. Когда на моменте выхода, кстати, я вам скажу. Вы помните истерики про Киберпанк? Что было там по 30 FPS. Потом все оптимизировали. Драйвера оптимизировали. Игру оптимизировали. Сейчас он, пожалуйста, без RTX спокойно 120 FPS, с RTX 60, ровно в половину RTX у нас режет. При этом на высоких качествах настройки. И вышло, в это играть нельзя, да в этом, тут можно просто, я не знаю, что делать. 90 на самой открытой местности, с очень красивой графикой, очень эффектной, в Киберпанке можно спокойно поиграть. Сейчас посмотрим, сколько было максимально, минимально. А ну-ка. Давай. 108 средняя, 128 максимальная, минимальная 88 кадров. Ребят, для Киберпанка вообще идеально. О, Forza Horizon 100 FPS, 103, 105, 110. Сейчас дыма чуть-чуть добавим. 107, 108. На номер, пожалуйста, не обращайте внимания. Это мой профессиональный номер. Слушайте, ну неплохо. 115, 114 FPS. Прям красивенько все. Кому не нравится, можете не играть. Но Forza Horizon, вот, отлично. И это, чтобы вы понимали. Ой, стоп, значки не надо. В параметры идем. Настройки графики. Это предустановленные параметры. Экстремально. Это именно в предустановке. Я больше здесь ничего не менял. То есть у нас там и с эффектами линзы, и со всем остальным. То есть на экстремальных параметрах графики, пожалуйста, у нас там 100 FPS. Forza Horizon 5. Специально дым генерю для того, чтобы чуть-чуть попытаться затормозить графику. Да нет, все отлично. А куда вы все ездите вообще? Че я еду в другую сторону? Красиво. Одна из самых красивых гонок, которые я вообще видел. Мне так нравится. Тут графика просто сумасшедшая. Лиса, вот иди посмотри. Тут вот реально реалистичная прям графика вообще. Ой, что-то так ударился. Это очень красиво.
Там вот именно, знаешь, там даже такие визуальные эффекты, как линзы световые, знаешь, там. А что такое дым генерирует? Смотри, вот так вот. А, делаешь пыль? Ну, да, ну это пыль здесь, а когда на асфальте, вот видишь, а когда на асфальте, то... А, это шинами. А ты номер видела мой? Вообще? Батон? Да, Нет, видела. нет. Тут посмотри номер. Какие-то очень приятные вещи. Вслух только не произноси. А то YouTube обидится. Короче, ребят, до 90 максимально опускается. А вот здесь мы с вами проведем Shadow the Tomb Raider тест. Короче, вот как-то так. Давайте стартуем. Shadow of the Tomb Raider, да. И мне так нравится здесь графика. То есть одна, кстати, из самых тоже требовательных игр. Особенно вот в тесте они как раз показывают этот рынок. И он один из самых тяжелых моментов для отрисовки. Вот, смотрите. И именно в тесте мы видим там 160-170 FPS в предустановке высокие настройки. 220 на DirectX 12. 78%, 79% загрузка GPU. Я вам скажу, в текущих реалиях для домашнего использования, для не киберспортивных каких-то... Хотя, объясните мне, 40-90 для киберспорта в ноутбуках. Для чего? Вот напишите мне сценарий. Ну, купил я себе 40-90. Ну, использую я его в пакете программ Adobe. Дальше. Для игр я вот особая разница между 40-90, 40-80, 40-70 для себя визуально не вижу. Возможно, в будущем или получится... Для меня это оверпрайс. Вот для меня это оверпрайс, хотя в свое время я на 40-90 раскошелился. 40-60, и когда выбирал 40-70, для меня ощутимая разница была там между ценами 40-70 и 40-60. Я взял 40-60, зная, что для Adobe мне больше и не надо. И здесь мы с вами видим шикарный результат. Я считаю, 185-186 FPS. Тут даже по Shadow of the Tomb Raider вопросов не будет. Кстати, очень одна из самых пугающих игр. Когда вот эти вот начинаются приколы с мешочками, вот этими, знаете, там в джунглях. Какие виды красивые. На широких видах, видите, 248, 244. Но сейчас упадет, когда будет сужаться вид и более мелких деталей добавится. 236 FPS. Спокойно играйте. В Shadow of the Tomb Raider спокойно на таком ноутбуке можно поиграть. Да, здесь уже пошло снижаться более детальные вещи. 138, 137 FPS. Тут уже нужно смотреть. Женщина в татуировках. Здравствуйте. Ну и по результатам. Мы имеем с вами на графическом процессоре 227 средний. Минимальный 179, максимальный 359 FPS. Слушайте, это очень неплохо. Очень неплохие показатели для Shadow of the Tomb Raider. Я боюсь, конечно, перехвалить. Ну и, конечно же, в перерыве между тестами игр покажу, для чего я его конкретно использую. Почему 4060 мне было достаточно. Это Adobe Premiere. 2025, само собой, лицензия, все отлично. Мы видим полное качество предпросмотра. Чтобы вы понимали... Вот здесь вот это все еще и в HDR съемка. Это HDR съемка, и при этом в режиме реального времени у меня идет перераспределение цветового пространства из 709 профиля из 2020 или из PQ2120 в 709. И я в полном предпросмотре, посмотрите на качество рендеринг FPS, даже с наложениями в 3 канала. Да, мы имеем с вами, вот, пожалуйста, 160 рендерит FPS, это трехканальная съемка. Давайте дальше. Смотрите, что мы имеем. 170, 160 прямая. И опускается до таргет 60. Выше 60 FPS. Вот он догоняет стартовый и догоняет, опускается до таргет 60. То есть любого качества видео я могу здесь редактировать в режиме реального времени. При этом здесь есть наложены у нас эффекты цветов люметри с цветокоррекцией. Мы можем здесь говорить о том, что у нас многоканальная с многоканальным звуком. Вот, пожалуйста, у нас 2 звуковых дорожки. При этом дорожки мы можем через искусственный интеллект здесь сделать, обработать через искусственный интеллект, потому что все это дело Adobe поддерживает. Вот, пожалуйста, у нас все работает идеально, идеально. То есть мы работаем с отличным продуктом для монтажа. То есть он подходит не только для игр. Пожалуйста, монтаж. Проверять в Excel и в Word вообще не буду, потому что это был бы полный маразм.
Или говорить о том, что здесь 4К видео не будет идти 60 FPS, вот, пожалуйста, это онлайн. С коннектом 175 мегабит, пожалуйста, 3840 на 2160, 60 FPS минута. 60 FPS секунду, вернее. 5 дропов это стартовый при переключении интерфейса. Идеально. То есть здесь тестировать, ну, здесь только можно говорить об играх. Ну и, конечно же, Predator Sense. Фирменное приложение, куда я мог от него уйти, которое позволяет нам здесь реализовывать различные сценарии работы. У меня сейчас турбо-сценарий для игр, конечно же. Также у нас, ну, то есть мы здесь можем включать производительность, меняются частоты ядер GPU и меняется, само собой, работа охлаждения. Также у нас здесь есть управление вентиляторами, можно максимальное, пользовательское задавать, как хотите, автоматическое. Подсветка пульсар, чтобы вы понимали, очень классная тема, это подсветка клавиатуры. Лиса, дуй сюда, сейчас будем с тобой показывать, выключай свет, верхний, по крайней мере. Сейчас будем с тобой снимать, как у нас светится клавиатура. Это очень красиво, эффектно. И как она настраивается. Нет, вот этот вот эти вот. Вот, раз, два. Вот. И вот этот вот боковой. И сейчас я потемнею. Сейчас Леша меня выключит. Вот, пожалуйста, у нас светится клавиатура. У нас есть статическая, есть неон. Ну, в статическом мы можем с вами переключать клавиатуру. Вот, допустим, я меняю цвет. Есть там дыхание, допустим, когда оно будет просто мерцать. Есть волна. Ну, волна еще ничего, так, масштаб. Вот это вот я считаю, здравствуй, эпилепсия. Вот это мне не нравится. Есть метеор, такая пролетающая штука, красиво. А можно еще по областям. Вот Ой, вы на экране видите, да, то есть мы можем задать на область, например, красный. Вот у нас может быть половина клавиатуры красная, а половина сделать у нас клавиатуры синяя. Или, допустим, какую? Или там половина зеленая сделать. Вот, зеленая. Вот так вот будет. Половина красная, Вообще половина прикол. зеленая. Это красиво. Можно всю там сделать, грубо говоря, там, или там тут оранжевая, тут зеленая, тут красная, а здесь вот голубенькую сделать. Вот смотри, вообще как красиво, да? Да, Вот мне да. нравится вот такой вариант. Или через один. Синий-розовый, синий-розовый. Красный, Синий, синий-красный. розовый, фиолетовый, Можно давай. даже оттенки. Фиолетовый, да, конечно, оттенки. Тут можно все, что хочешь делать. Красота. Можно сюда вот так вот. Повторить, да, вот так. Вот. Да, красиво, это красиво. То есть, и плюс у нас есть же еще лого на крышке. Иди снимай лого. Так, смотрите, есть у нас дыхание. Здесь мы тоже можем менять цвет. Меняет? Да. И есть у нас статический. То есть можем просто статически задать какой-то цвет. При этом любой там. Вот синий мне нравится. Очень красиво. Ничего, черный. Черное сейчас? А вот так вот. Ярко-синий. Вот, красиво. При этом мы можем регулировать яркость. Это можем регулировать яркость. Можем задавать цвет. Вот такой вот вообще мне нравится. Да, вот такой вот симпатичный. Симпатичный. Все, оставляем так. И поэтому давай, выключай, включай мне свет. Прикольная тема на самом деле. Смотрите, у нас справа есть выбор режимов. Мы можем, есть у нас опять же регулировка вентиляторов и управление самой подсветкой. Мониторинг. У нас есть мониторинг GPU температуры, процентов загрузки центрального процессора системы ОЗУ. Также у нас есть раздел проверки обновлений. А дальше у нас пошло, смотрите, более расширенный вариант работы. Мы можем выбрать либо Optimus, это когда он у нас там оптимизирует для каждого приложения различные переключения различных видеоадаптеров. У нас же здесь их два. Можно только GPU NVIDIA, что я использую, либо автоматический выбор. Также мы можем включать с вами оптимизацию зарядки аккумуляторов, когда он загружается до 80%. Зарядку через USB можно включать или выключать. У нас есть экран Blue Light Shield. Это когда у нас идет фильтрация синего цвета, еще и можно у нас включить разгон ЖК-панели до нормальных таких себе частот. Ну, в принципе, смотрите, в чем фишка. Мы можем с вами пойти в параметры экрана. Давайте, в параметры экрана. И увидеть, у меня сейчас тут рекордер подключен, и увидеть, что у нас поддерживается до 1920-1200, это максимального разрешения. Можно, конечно, влупить хоть 4К, но нам это не нужно. И вот, пожалуйста, мы можем с вами выбирать 165 Гц, либо 60 Гц, то есть тут уже вопрос такого рода.
Также у нас есть настройка G-Sync, у нас сам по себе экран компьютера поддерживает G-Sync, что является действительно огромным плюсом. Также у нас есть, видите, анимация логотипа при запуске, мы здесь можем установить свою картинку, кстати, это очень классная тема, я сюда обязательно влеплю, когда подготовим, там Лиса запишет, что надо картинку на предаторе поменять, да? Да. Мы сделаем. И также у нас есть, видите, проверка, калибровка аккумуляторов, быстрая очистка хранилища, у нас есть проверка SSD диска, ВЗУ и, конечно же, обыкновенный мониторинг. При том, что вы здесь можете вызвать дополнительно мониторинг, который будет поверх экрана. И есть у нас центр приложений, где мы управляем DTS Ultra, DTS Sound, GeForce Experience и Killer Intelligence. Ну, Killer, я сам по себе адаптер, конечно же, прибил, Wi-Fi 7 поставил, именно Killer адаптер. В чем прелесть адаптеров Killer? Именно в поддержке программной, потому что это приоритизация игрового трафика, но если использовать, допустим, сетевую карту через LAN RJ45, то Killer будет у вас отлично работать. Wi-Fi недоступен, видите, у нас тут. Потому что мы адаптер чуть другой поставили. Но тут уже мой выбор. Я отдаю приоритет Wi-Fi 7, а не киллерам. Тут уж извините, Acer. Ну и последняя на сегодня игра, конечно же, GTA 5 Online. Именно ее просили меня почему-то тестировать, не знаю. Давайте, на графике у нас сейчас DirectX 11. Мы знаем все, что здесь у нас не поддерживает DirectX 12. На практически самых верхних настройках, да, тут какие у нас там есть, с анизотропной фильтрацией и тому подобного. И мы здесь получаем с вами 111, 114, 117 FPS. Давайте найдем хоть какую-то машину. Ну, я что-то на одиноком перекрестке очутился. Где машины? Вообще, что за беспредел? Я тут рассчитывал, что я днем буду. Получить какой-то нормальный опыт игровой. Давайте сядем в машину и поедем туда, где посветлее. Классная графика на самом-то деле. Слушайте, ну ноутбук мне, откровенно говоря, понравился. Понравился, я конкретно его купил себе, конкретно для работы. Я вам скажу, это не последний мой ноутбук и не единственный. У меня есть разных фирм, разные ноутбуки. Но с предаторов игровых я начинал и как бы вот обратно к ним вернулся. Чему я несказанно рад. Да, не собираюсь останавливаться. Конечно, много игровых ноутбуков, но Predator это, узнаешь, One Love, который первый у меня был Predator на RTX 2070, на Intel Core i9 9 поколения. Ой, на Intel Core i5 9 поколения. Да, это был такой старичок, но он у меня отслужил, кстати, верой и правдой, много лет. Много лет, и я, когда его продавал, я вот переходил на большую печку, я потом очень сильно жалел. Серьезно, он был 17.3, он был весь металлический, вообще такой красавец. На тот момент у меня даже где-то в соцсетях остались старые фотографии. Если найду, то вставлю сюда. Слушайте, ну отлично. Короче, ну нет игр, которые на текущий момент могли бы, допустим, сейчас как-то загрузить на полную этот ноутбук. На максимальных настройках мы FPS будем иметь в районе там 100. Киберпанк, если с RTX там, то 60 FPS. Конечно же, с DLSS спокойненько играем. Мы переходим с вами, сделаем уже выводы. Ну и в качестве выводов, конечно, рекомендую. Ссылки в описании под видео. Подписываемся. Блин, нереально крутой ноутбук. Будет у меня служить верой и правдой. Мне понравился большой экран, понравился яркий экран. Понравилось быстродействие, и практически все игры у меня тянули на очень высоких настройках. За его цену рекомендую. С вами был Bubble на канале Технозон. Пока.